Сегодня у меня примерка. Пригласила дочь, она забежала примерить наши штанишки чудесные. Посмотреть, хорошо ли манжет по ножке сидит, хорошо ли вошла верхняя часть в наш манжет. И вообще в целом, нравится ей или не нравится. Мне все нравится. Покрутимся, посмотрим. Ощути себя в штанишках снова. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. У меня сегодня для вас джинсовая переделочка. Пришла ко мне моя дочь старшая и говорит: мама, я психанула и порезала джинсы. Обрезала вот таким образом. А что ж такое? Говорит, не нравилась ширина, поэтому решила обрезать длину. Заметьте, не нравилась ширина, а пострадала длина. Говорит, что мама, ты что-нибудь придумаешь? Я начала, ну а ты продолжай. Наверняка у тебя получится что-то интересненькое. Ну, учитывая, что джинсы новые и как-то жаль их выбрасывать, поэтому возникла идея, с которой я и решила с вами поделиться. У меня есть нижняя часть брюк отрезанная, и мне хочется ее сделать уже манжетом и верхнюю часть брюк собрать на манжеты. То есть получится укороченные брюки с манжетами. Ну что, друзья, приступаем к переделке. Следующим шагом я хочу подровнять наши отрезанные детали, подровнять верх брюк и далее, учитывая, что здесь на брюках достаточно интересный дизайн, первоначальные вставленные участки из кожзама, я подобрала кусочки кожи и мне хочется ввести в мои манжеты кожаные элементы. Брюки абсолютно практически прямые, с легким заужением коленочки, от коленки прямые. И вот как раз эта ширина не понравилась моей дочери, она захотела их более аккуратные. Ну и я замерила обхват ее икры и буду делать манжет. А верхнюю часть на этот манжет собирать. Ну, соответственно, вот таким образом это будет выглядеть. Вот такой манжетик. И на него будет собираться верхняя часть. А в этой части напрашивается вот здесь вот между швами напрашивается шнуровочка. И у меня были кусочки кожи в цвет. Я заготовила шнур такой вот кожаный. И из него планирую сделать вот здесь такую декоративную шнуровку. Вот такая идея у меня возникла. Естественно, я рассказала, поделилась этой идеей с дочерью, а ей она понравилась. Ну и она сейчас в ожидании новых таких интересных брючек. Поэтому мы сейчас вот подобную переделочку с вами будем производить. Так, приступим. Шнур изготавливался из 3 слоев. То есть был сделан подворот, а потом второй раз подворот, давалась строчка, и эта сторона подрезалась в край. Поэтому все достаточно просто. Вот готовый результат. Вот он мягенький, пластичный, все быстро и достаточно аккуратно получилось. Главное первоначально вырезать ровную полосочку. Ширина моего шнура 0,8 сантиметров. Она не должна быть сильно широкая, эта шнуровочка. Где-то 0,7-0,8 до сантиметра будет смотреться легко и симпатично.
Вот я уже прорисовала среднюю часть, рассчитала необходимый объем, который у нас должен уйти в складки. Вот такой ширины будет мой манжет. Учитывая, что объем икры 36 сантиметров, 2 сантиметра я даю на свободу облегания, то есть делаю ширину в верхней части 38, а на низ у меня идет заужение на минус 4 сантиметра. Поэтому вот такая аккуратная форма должна получиться. Строчка будет проходить изнутри. Вот я буду прострачивать внутри. И планирую застрачивать не на всю длину, вот в этой плотной части я не буду застрачивать, а застрочу, не доходя сантиметров 5 до низа. Мне хочется, чтобы внизу оставалась многослойность. Мелом у меня изображена вот эта средняя часть. И мне нужно эту часть, эти линии нанести с изнанки, потому что там и будет проходить внутри строчка. Для этого мне нужно переколоть направление этих линий. Так, мы выворачиваем. Так. Вот, и без проблем я на машинке прострочу вот по этим линиям. Это несложно будет эту деталь заготовить, потому что нам не нужно каким-то образом стараться подлазить вот в узкую часть нашего манжета. Мы просто вывернем и свободно прострочим. Обрезать мне здесь, подрезать ничего не нужно. Все это практически без ножниц мы с вами заузим. Далее я перекалываю с этой стороны направление. И сразу намечаю 5 сантиметров от края. До этого места у меня будет проходить строчка. Теперь необходимо подровнять верхнюю часть наших манжет. Я замеряю длину. Самая короткая порезанная часть вот у меня как раз 20,5 сантиметров. Так. Мы подрезали. Ну и соответственно верхняя часть тоже подрезается. Все подравниваем. Теперь мне нужно наколоть мою шнуровочку, зафиксировать ее. Так, сейчас я раскладываю наше переплетение. Вот я наметила. Теперь мне нужно заколоть наше переплетение булавочками. Ну, можно завести все кончики в наши складочки, а можно внизу сделать вот такие, как будто бы завязочки, и просто зафиксировать серединку, перестрочить, чтобы у нас
были уголочки на отлете. Ну, я сделаю все-таки, заведу края в швы. Могут быть различные варианты. Можно просто ровно выложить эти полосочки. То есть тут уже кому как нравится. Так, вот я это все наколола. Теперь выворачиваю и еще зафиксирую вот как раз по моим намеченным линиям. То есть мне нужно, чтобы моя намеченная линия мелом совпадала вот здесь линия вдоль шва. То есть я смотрю, как у меня что проходит. Так, булавочками я все наколола. Теперь я застрачиваю эти строчки. Они удобно заходят под машинку. А также мне необходимо будет собрать на сборочку верхнюю часть моих брючек. Все, приступаем. Иду на машинку. Кстати, кожаными деталями, вот как в данном случае, можно украсить готовые джинсы, то есть где-то сделать вставочки в карманчиках, как-то там, допустим, сделать под кокеточкой какие-то деталировочку, добавить, и джинсы по-новому зазвучат, обновить их, сделать как новое композиционное решение. Вот заготовить готовый карманчик и сверху настрочить. Почему бы и нет? Так, приступаю. Собираю широким стежком низ моих брюк. Проходим по краю, для того, чтобы потом за ниточку это все собрать на сборочку. Можно сделать 2 строчки, чтобы ниточка не порвалась. И так, я переступаю через шов. Я стягиваю верхнюю часть брюк. Немного мне нужно стянуть, но равномерно. И заготавливаю мой манжет. Так, учитывая, что у нас там кожа, мы прокручиваем толстые места. Так, что у меня получилось? Мне самой интересно. Ну вот, все пристрочилось с этой стороны. Сейчас то же самое сделаю с этой стороны. Зафиксирую. Сделаю закрепочку. Соберу вверх четко по моему низу. И вы увидите готовый результат. Вот вы увидите, как все классно пристрачивается. Очень быстро и просто. Так, поехали. Ну вот, зашила изнутри эти 2 наших шва. Все это достаточно быстро и просто. Нет необходимости подбирать в цвет декорную нитку. Изнутри зашилась. Пожалуй, нужно зашить до конца, чтобы было аккуратнее, чтобы здесь вот не торчало. Думаю, скорее всего, что вот эта вот грубость дочке моей не понравится, я уже чувствую наперед. Поэтому здесь я до конца зашиваю,
подглаживаю. Соединяем между собой наш манжет и верхнюю часть. Мы выворачиваем. Это будет тоже просто. То есть здесь все это выворачивается, соединяется между собой. И опять же изнутри соединяется и достаточно просто под машинкой прострачивается, обрабатывается извлаком. То есть здесь нет необходимости подпарывать, подлазить в узкую штанину, в узкий манжет. Все очень быстро и просто и легко под машинкой соединится. Второй манжет я подготовила также, приколола наш декор. Буду заканчивать, соединять, скалывать и дострачивать. А готовый вариант вы увидите уже на дочери. Сегодня у меня примерка. Пригласила дочь. Она забежала примерить наши штанишки чудесные. Посмотреть, хорошо ли манжет по ножке сидит, хорошо ли вошла верхняя часть в наш манжет. И вообще в целом, нравится ей или не нравится. Мне все Олечка, нравится. подкрутимся, посмотрим. Ощути себя в штанишках снова. Ну, по-моему, очень даже стильно. Ты довольна переделочкой? Вполне. Сейчас надо будет подумать, что мы сюда подберем, какую обувь. Могут быть сапожки-казаки, могут быть кроссовки, укороченный вариант брюк, и под них подойдет все, что угодно. В целом я довольна, как раз очень удачно прошел подрез под коленочкой, нигде не ограничивает в движении, манжет аккуратный, детали шнуровки декоративной сочетаются с верхними пятнами композиционными. Все вполне гармонично и смотрится, как будто бы переделки не было. Вот наш окончательный вариант. Мне кажется, это определенно заслуживает лайка и подписки на канал Мода с Владом. А так смотрятся наши укороченные брючки с сапожками. Они прекрасно входят в верхнюю часть сапога, голенища, и вполне стильно и по-зимнему выглядят сапогами. Видна шнуровочка, красиво в пропорциях, поэтому все получилось. Ура! Еще один лайк.